Всем привет! Сегодня разберемся, как настроить окружение для вайп-кодинга, то есть для работы с нейросетями в коде. С нуля, без лишних трат и геморроя. Я покажу несколько вариантов от готовых платных сервисов до своей независимой среды. И объясню, почему последний вариант самый надежный и экономный. Есть три основных пути. Первый вариант — это курсор, популярный AI-редактор. Стоит $20 в месяц. Очень удобный, но с недавних пор закрыл доступ к топовым моделям Anthropic, Claude Sonnet и Opus для пользователей из России. Второй вариант — это Claude напрямую. Тоже $20 в месяц. Но Anthropic может запросить подтверждение вашей личности через паспорт. Если окажется, что вам нет 18 лет или вы находитесь в неподдерживаемом регионе, например, России, то сразу же заблокируют аккаунт, деньги при этом не вернут. Оба варианта рабочие, очень крутые, самые мощные. Но учтите, что в один момент вы можете все потерять, остаться без денег и без рабочего инструмента. Эти платформы все сильнее закручивают гайки, и работать с ними становится сложнее. Я считаю, лучший вариант – это настроить свое окружение. Поэтому давайте подробнее остановимся на третьем подходе, как это все настроить. Он чуть сложнее на старте, но дает полный контроль. Хотите — меняйте модели, хотите — переключайте провайдеров. Никаких блокировок. Стек выглядит так. Visual Studio Code — это бесплатный редактор кода. Кстати, курсор — это форк Visual Studio Code, поэтому мы получим решение, похожее на курсор. Второй компонент — это расширение KillaCode, добавляет AI-функцию прямо в VS Code. Также мы с вами рассмотрим китайскую нейросеть GLM 5.1. Это сильная доступная модель, которую можно подключить напрямую в KillaCode. А также посмотрим на OpenRouter. Это агрегатор нейросетей, через который вы можете получить доступ к топовым моделям по принципу Pay as you go. То есть вы платите там не за подписку, а за каждый запрос отдельно. И это может быть для вас выгоднее, чем покупать отдельную подписку за $20. Что такое OpenRouter? Это как маркетплейс нейросетей. Вы кладете деньги на баланс и можете подключаться к любым моделям. Claude Sonnet, Opus, GPT, Gemini и другим. Без подписок и региональных ограничений. Это особенно удобно, если вы хотите использовать топовые модели точечно. Например, попросить Claude Opus написать вам скилл, правила или план работ. А основную работу отдать уже более дешевой модели. Хочу отдельно сказать про GLM. Это китайская модель, и ее появление настоящий феномен. Это первая open-source модель, на которой действительно можно вайп-кодить. Она возникла почти из ниоткуда и сразу заняла очень высокую позицию среди открытых моделей. Она, конечно же, слабее своих конкурентов из Anthropic и OpenAI, но я рассчитываю, что китайские разработчики продолжат ее улучшать. Тенденция очень обнадеживающая. А пока это отличный основной инструмент без региональных ограничений. Теперь переходим к практике. Состоит из 3 шагов. Первый шаг — это скачиваем и устанавливаем Visual Studio Code. Второй шаг — покупаем доступ к GLM. И третий — это регистрируемся на OpenRouter для того, чтобы получить точечный доступ к топовым моделям. После этого подключим это все в KillaCode, в VS Code, и можно работать. Ну что, начнем устанавливать и настраивать наше окружение для вайп-кодинга. Для начала необходимо скачать Visual Studio Code. Переходим на официальный сайт visualstudio.com. Я все ссылки для скачивания оставлю в закрепленном комментарии. Выбираем дистрибутив для своей операционной системы. У меня macOS, поэтому я выбираю macOS. Скачивание должно начаться автоматически, либо нажмите на ссылочку. Дальше переходим на официальный сайт GLM. Здесь представлено несколько тарифных планов. Есть тарификация каждый месяц, каждый квартал или каждый год. Начать можно с тарифа Lite. Он стоит $18 в месяц и содержит в себе трехкратные лимиты от Claude Pro плана. Claude Pro план — это план, который вы бы получили, купив подписку за $20 в Anthropic. Здесь она увеличена в 3 раза. Если вам будет не хватать этой подписки, можно уже перейти на Pro план
и здесь уже будет в 15 раз больше лимитов, то есть здесь 5 умножается на 3 и получается 15 лимитов Claude Pro плана. Все планы включают в себя доступ к последним моделям этой компании. Но нас интересует только GLM 5.1, так как она самая мощная и с помощью нее возможно разрабатывать приложения. Остальные нейросети похуже и смысла их использовать нет. Оплатить планы можно с помощью зарубежной банковской карты. Если у вас такой нет, я оставлю в закрепленном комментарии информацию, как ее можно получить простым способом. После того, как вы получили доступ к подписке, переходим в личный кабинет, в настройки, раздел API Case и выпускаем новый ключ. Назову его, например, килокод. И копируем вот этот ключик API Key. После установки Visual Studio Code давайте приступим к настройке. Во-первых, здесь нужно выключить GitHub Copilot, он нам пока будет только мешать. Пишем здесь, значит, AI chat learn how to hide AI features. И ставим галочку Disable. Все, GitHub Copilot нас покинул. Теперь мы можем устанавливать то, что нам нужно. Переходим в Marketplace расширений и здесь пишем килокод. Килокод установлен и появилась вот здесь вот такая вот иконочка. Здесь уже подключена бесплатная модель от самого килокода. Давайте проверим, что модель жива, расширение работает. Напишем «Привет». Привет, чем могу помочь? Модель работает, в принципе, можно попробовать с ней что-то сделать, но она слабенькая, и давайте подключим наш план, который мы только что оформили. Для этого переходим в раздел «Настройки», вот здесь шестеренка, «Провайдеры», и внизу выбираем «Показать больше провайдеров». Z AI Coding Plan. И вставляем сюда ключ, который мы получили на сайте. Все, давайте проверим. Теперь у нас здесь в списке моделей, вот появились все модели от нашего ZAI Coding плана. Нас интересует вот это GLM 5.1. Кроме этого, мы точечно будем с вами использовать топовые модели, поэтому давайте зарегистрируемся на сайте OpenRouter. Здесь можно зарегистрироваться через свою почту, то есть не обязательно придумывать новый логин-пароль. Переходим в раздел «Кредиты». Здесь у меня уже есть небольшой баланс. Как видите, я пополняю довольно-таки редко, потому что расходуется оно очень медленно. Здесь для пополнения баланса также вам потребуется зарубежная карта. Ищите информацию в закрепленном комментарии. Также можно пополнить баланс криптой. После того, как вы пополнили баланс, переходим также здесь в раздел API ключей и создаем новый. Назову его также килокод. Кредит лимит. Нужно ли его заполнять? Да, нужно, потому что вы можете забыть переключить модель, запустить основную работу на самой крутой нейросети, на опусе каком-нибудь, и очень-очень быстро весь ваш баланс улетит в минус. Задам здесь $5, и это мне будет на неделю. Появился также ключик, копируем его и переходим обратно в настройки килокода. Здесь OpenRouter представлен в списке популярных провайдеров. Нажимаем Connect, вставляем сюда наш ключик и получаем второго провайдера нейросети в нашем килокоде. Ну вот и все. Настройка завершена. Давайте теперь попробуем что-нибудь с этим сделать, как-нибудь применить. Я создам новую папку YouTube Demo. Да, я доверяю самому себе. Вот у нас открылась новая папка, она совершенно пустая.
И килокод я открою справа, мне так привычнее, как в курсоре. Давайте сделаем что-нибудь интересное. Во-первых, переключимся на топовую модель Opus 4.7 и попросим его: сделай новый глобальный скилл по генерации презентаций PPTX, используя мировые практики, и отправим на исполнение. В блоках Reasoning можно почитать мыслительный процесс, то есть что он там думает. Так, просит разрешения на чтение директорий, которая не включена в текущую папку. Так как я попросил сделать скилл глобальным, чтобы его можно было вызвать потом из любого проекта, ему необходимо сделать его в общей конфигурации. Он начал с создания папок scripts и references. Вот он дописал skill.md, это основной файл, с рекомендациями и инструкциями, как делать презентацию. Да, конечно, мы его применяем. При создании скиллов очень важно их качество. Они должны быть максимально подробно описаны, там должны быть паттерны, антипаттерны, то есть как нужно делать, как не нужно делать. И потом вы сможете использовать этот скилл в своей повседневной работе. А вот использовать скилл уже может нейросеть, менее мощная, подешевле. Так, он просит разрешения на создание скрипта. Да, мы разрешаем. Так, работа завершена. Давайте почитаем, что он сделал. Скилл создан и проверен. Что сделано? Глобальный скилл в папке PPTX Generation. Здесь у нас основной файл, какая-то обертка с питоном, референсы, нарратив, дизайн, чек-лист. Но это уже потому, что я попросил использовать мировые практики, он взял что-то, какие-то популярные методики. Что внутри скилл? Инструкции следуют мировым практикам, как и было заказано. 8 фаз. Запрещает писать код до согласованного outline. Нарратив, Kawasaki, 10, 20, 30. Action Titles. Главный рычаг качества. Заголовок каждого слайда должен быть утвердительным предложением, а не темой. Дизайн системы. И так далее. Вот, кстати, антипаттерны. Черный список, как нельзя делать. 3D-чарты нельзя делать, пироги, тени, лейбл заголовки. Кроме этого, он проверил, что этот скилл действительно работает, сгенерировал 7 слайдов. Скилл сразу доступен из любого проекта. Kilo подхватит его автоматически при запросах вроде «Сделай презентацию», PPTX, Slide Deck. Здесь вот вверху написано, сколько мы сожгли денег в этой сессии. Создание этого навыка нам стоило почти $1. Это где-то в районе 80 рублей. Теперь давайте откроем новый чат. Самое главное, поменяем модель на дешевую GLM 5.1. Здесь не перепутайте, вам нужно из Coding Plan именно выбрать, а не из OpenRouter. Если вы выберете OpenRouter, то будут списываться деньги за каждый сожженный токен. GLM 5.1. И давайте спросим, какие у тебя есть навыки. Сейчас он не видит новый навык, который мы создали, потому что навыки, они подтягиваются при инициализации килокода. Вы можете либо его включить-выключить в настройках, либо можно просто перезагрузить Visual Studio Code. Я только что перезагрузил Visual Studio Code
И давайте спросим. А теперь появился новый навык. PPTX, Generation, генерация PowerPoint презентаций. Давайте для чистоты эксперимента еще один чат откроем. И здесь уже попросим сгенерировать нам наконец-то какую-нибудь презентацию. Сделай презентацию на тему животные Африки. Проверяем, что у нас выбран кодинг план GLM 5.1. И он использует скилл, написанный опусом. Создал себе to-do лист, что нужно сделать. 2 шага из 4 выполнены. Теперь он запускает скрипты, которые написал. И последний этап — это проверка выходного файла. Все готово. Все 4 шага выполнены. Презентация создана. Аут животные Африки. 13 слайдов. Дизайн, палитра в африканских тонах. Шрифт калибри. Ну, логично. 60, 30, 10 цветовая схема. Ну, давайте посмотрим, что же там за презентацию нам сгенерировал GLM. Так, вот она, эта папка. Запускаем презентацию. Животные Африки. Удивительный мир дикой природы. Африка – дом для четверти всех видов животных на Земле. Ого. Источник пишет, откуда он это узнал. Африканские хищники – вершина пищевой цепи саванны. Африканская собака, дикая, успешна в 80% охот. Здесь немножко отступы поехали, но я думаю, можно подвигать, ничего страшного не будет. Африканский слон – крупнейшее сухопутное животное. Вот что интересно, да, таблицы уже появились. Скорость различных хищников и не только. Страус. Диаграммы. Популяция крупных млекопитающих Африки сокращается десятилетиями. Да, если так продолжится, то мы можем остаться без слонов, львов и носорогов. Проблема браконьерства. Международные усилия. Все замечания можно также высказать и обновить скилл, чтобы он пересмотрел свое отношение к отступам, к пустым вот таким слайдам и не допускал этого в будущем. Улучшение этого скилла я оставлю вам как домашнее задание. Итого, вместо того, чтобы платить $20 в месяц за одну подписку и переживать о блокировках, вы можете построить свое окружение, которое будет работать на вас. GLM для повседневных задач, OpenRouter, когда нужен доступ к топовым моделям, гибко, дешево, надежно. Если было полезно, ставь лайк, это очень помогает каналу. Подписывайся, впереди еще много практики по вайп-кодингу. А также переходите в телеграм-канал, там я публикую важные новости и полезную информацию. Увидимся в следующем видео.